Это развалины пирамиды майя древних цивилизаций. Всем привет, мы находимся в Мексике. И здесь я встретился с Максом, он совсем недавно приехал из Штатов. Я путешествую по миру на данный момент на своем мотоцикле. Я его приобрел в Америке, работая на разных работах. Купил я его в Майами и доехал до Калифорнии. Там подзаработал опять денег и поехал в Мексику. И задача, и вообще цель моя добраться до Аргентины. Еду на своем мотоцикле Honda Magna 96-го года. Здесь 5-ступенчатая коробка, 750 кубиков. Лошадиных сил могу ошибаться, вроде должно быть около 80 или 90. Мотоцикл вообще он попался мне в тюнинге, я его выбирал где-то из 6 мотоциклов. Я докупил в него кофры. Это моя боковая сумка, установлена крепление для чашки, чтобы можно было в процессе езды попить. Я его подготовил, у меня есть часть запчастей, у меня есть запасные колодки, есть шина. Как бы я подготовлен к тому, чтобы доделать и доехать до Аргентины, мотива. И какое-то время дальше мы с ним поедем вместе. Точно поедем с ним в Гватемалу, возможно и дальше по Центральной Америке. Мы с Максом познакомились с двумя девушками из нашего хостела. Привет, меня зовут Катя, я из Новосибирска. Я путешествую по 3 Америкам вместе с подругой. Мы начали с Доминиканской республики, потом автостопнули яхту до Кубы, потом мы заколебались от Карибов и вместо Французских островов полетели в Мексику и застряли здесь капитально уже 4-й месяц, и потом двинем в Центральную Америку до Патагонии, но не знаем когда, здесь слишком хорошо. В путешествии, наверное, очень важно, чтобы у тебя появлялась какая-то микрорутина, когда ты можешь прийти к знакомому пекарю, купить булку, потом пойти послушать музыкантов на улице, поработать где-то в кафешке и потом встретить какое-то количество людей, которых ты уже успел узнать за этот месяц. И поэтому мы здесь застряли в Сан-Кристоболе на 2 месяца и планируем пожить еще немножко. Мы купили велосипеды, чтобы поехать в Центральную Америку, но они там медленно стоят, покрываются паутиной и лианами, потому что здесь как-то прекрасно и позволяет тебе немножко заземлиться в процессе путешествия, когда ты постоянно куда-то едешь, а тут ты такой живешь. И сейчас мы собираемся поехать на 150 километров на северо-восток от нашего места в национальный парк, где находятся, по словам местных, очень красивые горы. Он живой. Ребят, вы готовы к офигительному приключению? Да, капитан, мы готовы! Начинается дождь, и нам нужно поскорее уехать, ребят. Тихо. Только что, короче, ехали и занесло мотоцикл, потому что дороги мокрые. И мы чуть не упали, блин. И сколько там в окошке уровень? Горячий, поэтому масло может немножко еще не стекло с других элементов двигателя. Когда на холодную чуть поднимется больше, но скорее всего тебе надо с собой еще 1 литр как минимум иметь. Так, держимся. Дорога просто офигенная, да? Ну и на Google Maps заканчивается дорога. Да, она не Всё. доходит. Там, наверное, может быть горы, видишь, тут хребет. Да. Может, деревня какая-то в горах. Ну, собрали совет деревенский. Смотрите, сколько среди нас местных. De aquí entraron del crucero, aquí entraron como 18 kilómetros. Ajá. Pero de crucero que te digo son como 2 kilómetros, no más, como 20.
Ну, они сказали, да, что типа вы ему чутка это, типа, промахнулись. В общем, он Чутка туда на еще 10 километров? 18 километров туда, до перекрестка. И от перекрестка еще 2 километра направо. Это вот... Подожди, 18 километров. Какой перекресток? Это мы там повернули сюда, Да, по-моему, да, да. Подожди, спокойно. Просто мы туда не ехали, поэтому мы туда и не доехали. В 50-х, по-моему, годах в Ага. Новой Гвинее открыли племя, которое ни разу в жизни не контактировало ни с кем, кроме представителей своего племени. И типа у них там нет огня. Ага. Это было типа в 970-х годах. У них вообще ничего нет. И там, ну, типа, какие-то то ли, не знаю, там, BBC-шники или кто, National Geographic, оператор и типа чувак. И они с ними идут на контакт первые. Эти люди первый раз видят других людей белых. Просто шок. Они такие, понятно, сначала типа как к агрессорам, потом те такие как-то там жестами. Привели его в свое, ну, парень, с которым они типа, познакомились, привел в свое племя, все давай их щупать и начали его оттирать. Типа, чувак, что с твоей кожей не то, почему ты белый? И они его все отшаркивают, а он такой, ну, пытается как-то объяснить, что он такой. Они такие, чё? Бананы они там ели, посыпали солью, и этот чувак такой ест, и там, ну, соль-то, она же вообще столько вкусовых этих раскрывает, и у них очень смешное есть движение, типа, вот это вот, очень вкусно, и мы с тех пор с друзьями употребляем это как, типа, Тебя ждет мужчина. В поисках ночлега. Кажется, сегодня будет гроза. Можно под деревьями встать? Как раз шип молний. Да, можно. Тут, походу, Одиноким деревом в поле. тут пасутся, походу, коровы. Это лошадь. Погоди. Хочу чекнуть. Вот здесь, кстати, кажется, неплохое место. В данный момент мы стали свидетелями того, как огромный паук пожирает кузнечик. Мне кажется, все, он его ядом, короче, прыснул в него. Вы «Семь колец» смотрели? Да, я как раз вспомнила. Один из самых страшных моментов. Он еще такой паук страшный, прям, смотрите, он такой мерзотный. На одной лапе свисает, а остальными 7 мотает. О, он жрет его, смотрите. Да? Да, укусил. Сок пьет. Мы наконец поставили палатки. Пытались распалить костер, но очень большая влажность, поэтому особо ни хрена не получилось. И сейчас снаружи началась гроза. Она только набирает силу и совсем скоро долбанет по полной. Вокруг, короче, сверкают молнии. Здесь рядом пасутся лошади. Лошади ржут и Предвещают. коровы мычат. Слышал? Подтверждение моих слов. Кстати, в соседней палатке девчонки спят. Да. Мы очень надеемся, что наша палатка выдержит. Это что твое первое тестирование? Меня это не утешает. Это ее первое тестирование. Но девчонок рядом палатка совсем хреновая, однослойная. Я не знаю, как у них такой ливень она выдержит. Вот это я называю доброе утро. Всю ночь шел дождь, но палатка, слава богу, не промокла. Внизу протекает река. Там горы, облака уперлись в горы. Птицы поют. Там пасутся лошади. Проблема еще в том, что я смотрю, вчера мы ехали где-то километров 30 по грунтовой дороге. И ночью, поскольку был дождь, ее очень размыло. И она очень хреново выглядит. Слышишь, Макс? Дорога вообще жесть, ее размыло очень сильно. Будет скользко ехать на глине на этой. Можем пару часов подождать, чтобы просох. Да. Ой, тут жижа уже прям. Тебе дать руку? Оля.
Что у тебя случилось-то? Пробил колесо, Пробил? да, и они этой штукой не смогут накачать, так что жопа. А как это? Чем тебя качать? Ну, все, вот мой компрессор был такой, я его подбирал, потому что у меня очень ниппель. У Макса стырили насос, пока ночью стоял мотоцикл. И у него на колесе такой очень маленький ниппель. Нашел? Да. Отлично. Все? Набор у тебя рем стырили? Нет? Охереть, гвоздем херанул. Так хорошо, что у меня спиздили эту штуку. Бескамерное колесо, которое ремонтируется вот такими жгутами. We sleep. Дармир. One man is go here and up my насос. And is go. Объяснение достойно, блядь, Оскара. Бескамерная покрышка. Чем классно, тем, что ты можешь ее использовать без камеры, и она спускает очень плавно. Здесь диск литой, и поэтому он весь герметичен. То есть практически все покрышки, они герметичны. Но когда у тебя спица входит, получается, у тебя очень много дырок, и будет сифонить по вот этой поверхности. У этой преимущество скорость, потому что камерный не может выдержать такую скорость, которую выдержит бескамерный. И в том, что ремонтоспособность. Тебе не надо снимать покрышку, так бы, если камера была, ну ты же знаешь, снимаешь снимать колесо. Снимаешь покрышку, таскаешь камеру, клеишь, потом обратно ставишь. Ну, какой гвоздь залез, да? Да, офигеть. Вау. Muchas gracias. Так ты один сорви, наверное. А todo? Todo? Я? Gracias. Наконец-то по полному бездорожью мы добрались до озера, затерянного где-то среди мексиканских джунглей. И сейчас пойдем искупаемся и освежимся после долгой дороги. Макс, осторожно! Ништяк! Пробуем сальто назад. Не получилось. 2, 3. Лучше, да? Да. Чуть-чуть. Ща! Готов? Да. Давай! Что? В пресной воде вообще очень круто купаться. Я неделю назад был в Пуэрто-Эскондидо и купался там, плавал в океане. Но здесь, как нырнул в озеро, это вообще совсем другие чувства. Сразу напомнил мне Россию и... не знаю, классно. Окей, un grande Ese también es Posh? Posh. Нормально, как самогон. 15? Good? ¿Ah? Así el botecito. Medio litro. 15 pesos. Короче, покупаем в Мексике местный самогон у местных, короче, чуваков. Закинемся сегодня ночью у костра и посмотрим, как он подействует. Первым делом, если вы собираетесь рубить дрова, самое главное это потянуть штаны. Блять, опасно. Первое правило. Когда рубите топором, нет, расставляйте вот так ноги, как я.
потому что если он соскользнет, можно себе вот ударить в ногу. Поэтому нужно ноги шире поставить. Ебашим. Ладно. Не ебашу. Так, если у вас произошла такая херня, вы вот что делаете. Берете вот так. Ебать, он тяжелый. Тихо, тихо ты. Не в землю же надо втыкать. Если у вас такая херня случилась, и у вас не хватает сил достать топор, блин, ни хрена себе она тяжелая, слушай. Ты осторожно. Левее бери. Левее, блядь. Да, не спеши. Не гони лошадей. О, Ну да. Итак. Давай я еще надую. давай. Моя подруга российская немка. У нее много немецких Корней. корней в Германии. И она рассказывала, что одни из ее родственников Угу. живут в Германии, и к ним приехала бабушка с Украины, кажется. И пока она у них гостила, она умерла. Подожди. Это не конец истории. Угу. И они решили, что они хотят ее похоронить на своей земле. Угу. Но как бы репатриировать тело нужно было как-то секретно, чтобы не фиксировать смерть в Германии. Они положили ее, знаете, такие лыжные багажники на машинах. Да ну нахер. Они положили ее в лыжный багажник и Так. поехали. Ну, с Германии до Украины ехать-то вообще. Ага. Сели, короче, в машину, Угу. поехали, оставили машину на парковке, пошли обедать, вернулись, а машины нет, ее угнали. Охуенно. Прикиньте, просто человек угнал машину, открывает багажник, а там мертвая бабушка. Это охуенно. Охуенная Нашли история. машину? Они нашли Нет, машину? Нет, А и труп? бабушку тоже не нашли. Вот это пиздец. Я даже не знаю, что жальче, бабулю или машину. Бабулю, Лёч. Представляю, у чувака был счастливый день. Блять, хорошо на дело сходил, угнал тачку такой. Что там у них в багажнике, может есть что? Есть один хот-дог с фасольчикой. Хотите? С фасолей? Да. Nada más imaginarle cuántas manos pasaron por cada una de estas piedras que lo traían, como le digo, en cadena. Acaso nomás uno lo traía allá al hombro. Блять, но он разваливается на глазах. Короче, опять какая-то херня. Тросик порвался, блин. Из-за этих их лежачих полицейских. Постоянно нужно сцепление переключать. Я не знаю, что он так быстро порвался. Цепь проскальзывает. Я не могу разогнаться, нахуй. Обгонять не могу. Пиздец. Ладно, покатили его. Нейтралка, да, пошла? Блять. Погоди. Как всегда с моим мотоциклом случается всякая фигня. И в этот раз у меня порвался тросик сцепления. Я не могу переключать сцепление. Сейчас мы заехали в какой-то маленький городок и пытаемся найти. Я надеюсь, у этих чуваков есть новый тросик. И я надеюсь, мы сейчас починим, потому что нам предстоит ехать через горы по серпантинам. И там очень нужно сцепление. Звездочка на мотоцикле почти полностью сточилась, поэтому приходится ехать очень медленно, потому что проскальзывает цепь. Осталось ехать 60 километров. Я надеюсь, мотоцикл дотянет. Мало того, что мы сейчас очень медленно едем, потому что у меня сточилась звездочка, так Макс еще в придачу, у него вылетела затычка, короче, из колеса, ну, то, что он вчера чинил. Опять, короче, спустила, теперь насос нужен. Нет, слишком хорошо. Я выйду. Он куда-то туда спускается, главное, такой. Короче, наконец-то мы прибыли в Сан-Кристоболь, в наш дом, в наш хостел.
Мы разъебали свои мотоциклы в хлам в этой поездке, но особенно я, да? Особенно я тут пострадал, наверное. Ну, и, короче, наверное, одно яичко съел. Ну, пофиг. Está bien, sí. Sigue, sigue. Pero no ¿Cómo se sigue? es danés. Мои наколенники. Девочка, пожалуйста. Здесь мы спим сегодня, отличное местечко. Здесь есть печка. Если слишком холодно будет, просто мы в горах находимся, ее можно затопить. Здесь девушки с разных стран находятся. Оля. No one smokes such a long cigarette. Napapa na TV do ang bony. Nanjujuka Marchi. What's up, Hey, yo, soy Gabriel de los Estados Unidos. Estoy aquí en México con mis amigos. Russian people will do it. 1, 2, 3. Left. Do it left. Next. Ладно, да. 1. 2. Under all the pictures, there's a big idea and everything is connected for life and Then she should be like, then she should be, I don't know.